нас Bionic вышла. Вот такой вот интерфейс от LM Studio, разработчиков LM Studio. Я так понимаю, что это следующее поколение веб-интерфейса LM Studio, а уже в агентных задачах. Здесь можете перейти и скачать этот интерфейс. Download нажимаем, скачиваем ее и устанавливаем на рабочий стол с помощью экзешника обычного. Я сейчас ее просто запущу. У вас на рабочем столе появится ярлычок, вы им запустите. Когда запустите, если у вас уже запущен LM Studio, у вас вот такое, скорее всего, напишет. Это будет означать, что у вас LM Studio где-то там в трее висит, и Bionic не будет параллельно с ним вместе работать, потому что он использует один и тот же порт, и в целом как бы это одно и то же приложение. Он просит его закрыть, то есть он говорит, что я его сейчас закрою и открою Bionic. Ты согласен? Да? Тогда окей, это продолжаем. Согласны? Нажимаем вот. И он сейчас закроет LM Studio, открывает Bionic. А Bionic выглядит вот так вот. Он такой как бы кажется попроще, и кажется, что здесь что-то не хватает, там маловато всего. Да, он действительно отличается немножко от LM Studio, там как-то пошире какие-то, может быть, возможности, но в целом здесь тоже очень много всего есть, и с агентными задачами он справляется шикарно просто. Очень интересный веб-интерфейс, обязательно его попробуйте. Если вы работаете с LM Studio, то это вам точно понравится. Давайте немножко про этот веб-интерфейс сначала поговорим. Здесь у нас есть создание проекта, то есть у нас может быть проект, и внутри проекта могут быть различные чаты. Вот, сам чат остается вот здесь. Здесь у нас скрыть или показать левую панель. Снизу у нас settings, основная штука. Если у нас в LM Studio сразу слева было выбор там скачать модели и так далее, здесь это все в settings они запихали. Здесь тоже есть скачивание моделей, library, например. Это те модели, которые у меня уже скачаны. Вот обратите внимание сразу. Вот сюда в library зайдите и выберите папку с вашими LLM-моделями. То есть, если вы скачивали уже модель для LM Studio, у меня вот они были скачаны в папку LLM, Q, диск LLM. Обязательно перейдите в эту папку, выберите ее здесь. И вот эти модельки все ваши скачанные здесь появятся. Они станут доступны, их заново скачивать не нужно там на диск C. Это неправильно. То есть, выбирайте какой-то рабочий диск на SSD-шке, скорее всего, должен быть, который быстро их будете эти модели подгружать. И ту же самую папку, что LM Studio. Вот, выбираем, соответственно, сразу надо показывать все модели, которые у нас сейчас доступны. Explorer — это поиск моделей, так же, как в LM Studio. Это вот находится теперь просто здесь. У меня, к сожалению, видите, ничего не будете искать. С интернетом вот проблемки есть. То есть здесь также ищите модель, скачивайте те модели, которые вам нравятся, прям так же, как в LM Studio. Никакой здесь разницы нет. А дальше Connection App. Здесь у нас подключение еще приложения есть. Смотрите, это как бы Bionic для агентных задач. Что, по сути дела, такое агентная задача? Чем это отличается от простого общения с LLM-моделями? Это нужно, наверное, с самого начала было вам сказать. А обычная LLM-модель вы общаетесь просто в чате, да? Вы задаете вопрос, она вам отвечает на этот вопрос. Она вам может сделать какой-то код, может быть, там, сгенерировать вам изображение, может, да. Но, опять же, изображение — это уже агентная задача. Это уже агентная задача, потому что она обращается куда-то в другое место, где генерируется это изображение. То есть это отбросим, это агентная задача. Генерация видео — это агентная задача. Вот с LLM вы просто общаетесь, получаете в ответ текст. Но если вы хотите, чтобы эта машина еще что-то за вас сделала, что она может за вас сделать? Например, она может взять, написать письмо кому-нибудь, отправить. Она может взять, перебрать все ваши файлы на компьютере и переименовать их там, например, 1, 2, 3, 4, 5. Может взять ваши все изображения, из этих изображений выбрать самые большие изображения, их удалить. Может проштудировать вашу папку, например, какую-то рабочую с кодом, да, там целый проект, например, и сказать, где у вас находится какой-то файл, который отвечает, например, за какое-то меню, за меню, да, вот в программе. Да, как мне поменять меню в этой программе. То есть вы просто пишете ей, а потом можете сказать вообще поменяй. И она прям туда зайдет и поменяет вам в этой программе самое меню. То есть это руки как бы. Агентная задача — это может представить их руками. То есть она делает все за вас. То есть она может работать с этими файлами за вас, может отправлять письма за вас, там, может на GitHub задеплоить какой-нибудь проект за вас, может, что есть Notion, написать какую-то заметку за вас. Да? Но вот эти возможности, которые раскрывает агент, точнее, вы можете, возможностями, которые он может обладать, это подгружается MCP. Вот здесь мы сейчас как раз просто перешли в MCP. MCP — это программные возможности этой модели, то есть там примитивная работа с файлами, это они по умолчанию могут. Но вот, например, чтобы в GitHub что-то задеплоить, либо там что-то сделать, поменять, это нужна определенная API.
вот эти API и инструкции, они через MCP подгружаются, это определенный код. Вот здесь есть уже вот определенный набор кода. Да? Вы можете эти MCP скачивать вообще отдельно и сюда их добавлять кастомные, видите, вот, то есть просто уже по ссылке. То есть они еще и в интернете, то есть там присутствуют, не только здесь. Вы их можете где-то найти, сюда загрузить. Это как бы возможности, которые вы можете наделить ваш агент. Он может в Telegram, например, что-то постить за вас. Прямо вот здесь вы ему говорите, прямо так, давай запустим вот такой вот, возьми там вот на таком-то сайте последнюю новость, например, переработай и запусти в Telegram. Он это сделает, короче. Если у него будет такой MCP подгружен на Telegram. И там в MCP вы просто должны будете указать свою группу, ее ID, все необходимые данные, чтобы это мог сделать агент, да, чтобы он доступ туда просто получил. Вот так вот. Мы сейчас не будем такие вот гигантские там возможности, да, про них говорить. Мы сейчас поговорим про примитивные возможности, которые изначально здесь, в принципе, доступны. Смотрите, обновление здесь то же самое. Вот все, как в LM Studio, очень похоже, просто немножко менюшки разные. Я думаю, вы здесь сможете разобраться. Опять же, сервер, видите, он изначально здесь сразу запущен, но так и должно быть, как в LM. В LM всегда сервер сам запущен, вы его даже отключить там не можете. А здесь у нас есть адрес к этому серверу, он абсолютно такой же путь, как и LM Studio, поэтому он отключается LM Studio. Есть API некоторые там здесь должны где-то прописаны. Но в целом, если вы сейчас запустите ConfUI, скорее всего, включите LM Studio Oryx Nodes, например, узел, и обратитесь при запущенном Bionic, он, скорее всего, эту модель вам подгрузит и также ответит вам. Только уже через Bionic, а не через LM Studio. Поэтому, в принципе, Bionic, он может и как LM Studio быть, а может быть и агентом. То есть это более расширенные просто возможности, но LLM моделью обычной он всегда может быть. В общем-то, вот так. Теории хватит, я думаю, здесь, сами полистаете. Я, честно говоря, не сам прям все вот пролистал, но не все здесь пролистал, не все моменты разобрал. Здесь ничего такого кардинального нет. Единственное, кстати, биллинг, да, обратите внимание. А здесь есть еще модели онлайн, мощные модели онлайн. Здесь они, естественно, платные. То есть вам придется это все здесь оплатить, если вы захотите платными моделями пользоваться, а не локальными. Но такая возможность есть, это здорово. То есть то, что локалки это хорошо, да, но, может, какие-то сложные задачи вы захотите делать параллельно, да, например, делайте что-то на локалке, а какие-то задачи делайте на мощной тяжелой модели. И такая возможность есть. Вот здесь выбирается модель, смотрите, это мои локальные модели снизу, а вот сверху вот эти вот DeepSeek V4 Pro, GLM 5.2, это очень мощная модель, Kimi 2.6 тоже, средненькая, да, но вот это 2.7 это очень мощная модель. То есть вот эти две модели достаточно для кода очень серьезные. Это одни из лидеров, в принципе, рынка в написании кода. На уровне Cloud они там работают, Cloud кода, то есть это подешевле стоит. Я онлайн-моделями особо не пользуюсь, но вот то, что я здесь наделал, да, то, что сейчас буду показывать, это все было сделано с помощью Ornis 1.0 35B NVFP4 MTP модель. Я вам предыдущую тему рассказывал про NVFP4 MTP, да, эта технология ускоряет генерацию. Это как раз-таки ускоренная модель. В первую очередь, E35B – это моя модель здесь. Она большая, но она работает с экспертами, то есть одновременно, тут, по-моему, то ли 3 миллиарда параметров загружается эксперт, то есть видеопамять он много потреблять не будет, но в оперативку эта модель загрузится. То есть то, что там 20 с чем-то гигабайт она весит, она, естественно, должна поместиться хотя бы в оперативную память. Это основное. Но в целом она будет работать у многих. То есть такая модель. Это модель как раз-таки для агентных задач, одна из самых новых и достаточно хороших. Отзыв в интернете про нее хороший. Я не такой прям фанат экспертов, да, точнее агентных задач. То есть, но в интернете я почитал, что люди отзываются о ней хорошо. То есть эта модель очень интересная, поэтому можно спокойно скачать Ornis 1.0. И агентные задачи какие-то, скажем, работа с файлами, с компьютером, она может очень неплохо выполнять. Вот так. Давайте, наверное, перейдем. Перейдем по порядку. Я вам что-то хотел здесь показать, наверное. И я с ней начал общаться. Я спросил: привет, что ты умеешь, Bionic? И он тут отвечает. Вы можете ему такой же вопрос задать Bionic, он вам ответит, то есть что это за модель, какие у нее есть возможности, она о себе знает, по крайней мере. Хотя не знаю, отвечал-то Гема, да, но то есть эта моделька, она, во-первых, можно, кстати, здесь файлы прикладывать, просто прикладывать, как в LM, в LM Studio точнее.
Также она обращается в интернет, если что-то найти не может, она сама туда полезет. То есть вы прям пишите, найди в интернете, она туда полезет, найдет. Вот эту информацию, скорее всего, она из интернета и взяла. Она пишет то, что вы можете там различные файлы загружать, работать с этими файлами, может она какие-то там файлы там генерировать, там, то есть делать, или промптом, да, что-то писать. Править их, наверное, может там что-то, изображение, наверное, вряд ли. Анализировать изображение, это уже зависит от модели, да, то есть смотря какую модель. Вот это может, по-моему, анализировать изображение, а может CVG, такую векторную анимацию делать, генерировать, это любая LLM-модель может. Она может работать с файлами, то есть основное, что нужно понимать, что она работает с файлами. И вот пример, наверное, работы, давайте так вот. Найди все файлы на ПК. И она мне пишет, что я вижу у тебя только один файл, 1000 PNG. Я такой, а почему 1000 PNG? То есть, а где остальные файлы на моем компьютере, да? То есть, у меня тут много файлов. Почему ты видишь только один файл? Я подумал. И выяснилось то, что она обращается в эту папку. У нее есть вот такая вот папка. Смотрите. Она находится по такому пути. Это ваш пользователь. А дальше LM Studio, App, Bionic, Project, название проекта этого. Будет другой проект, там будет уже второй будет проект. Номер этого проекта и дальше Workspace. Workspace – это так называемая песочница. А в этой песочнице она и копается. Но при условии, что вы ей не дадите доступ к другим файлам. Я, например, дал доступ, если к рабочему столу, она на рабочий стол зашла и там уже начала с файлами работать. По умолчанию она туда доступ не имеет, только если вы сами разрешите. Поэтому переживать не стоит, она будет копаться в этой песочнице, и вы сам можете подкидывать ей там файлы, какие вы хотите, там код, там и приложения различные, и она дальше из этой песочницы не выйдет. То есть ничего там не поудаляет, никакие файлы там с компьютера. Но она мне дальше пишет, я могу получить доступ к десктопу, там, документам и так далее. Скажи просто, какой папки. Но в user, обратите внимание, что эти все файлы, которые она указывает, они в пользователе находятся. То есть не просто там у меня по дискам будет лазить, а именно в пользователе в моем может получить. То есть все эти файлы, которые она перечислила, они находятся в пользователе десктоп, документ, downloads и так далее. Все это из-за юзера. Это правильно. Это правильно то, что она не будет лазить где-то там, где не сказано. Далее, я написал десктоп, просто ответ десктоп. Хочу десктоп, чтобы доступ получила. Она мне засвечивает такое окно, типа ты согласен точно, чтобы я к десктопу получил доступ. Я нажал кнопку «Да». И все, она получила доступ к десктопу, и дальше у меня проанализировала все, что у меня лежит на рабочем столе. Все эти файлы, которые там есть, все нашла. То есть она их перечислила еще. Что это за файлы? Видео, то есть отсортировала их там. Имеется в виду в тексте, да, отсортировала, а не там, не на рабочем столе. Я у нее спросил, что на моих изображениях и какого они разрешения. Составь таблицу. Она мне составила такую таблицу по всем моим изображениям, которые у меня есть на рабочем столе. То есть она сама лазит, смотрит эти файлы, смотрит их характеристики, создала такую табличку. Какой-то вывод там, сделала окончательно самый большой файл, там что-то написала. Дальше я пишу, можешь сделать название файлов в таблице кликабельными, чтобы я по этой табличке щелкал и прям сразу файл открывал с изображением. Она мне пишет, что, к сожалению, нет, потому что мне нужен там, опять же, доступ какой-то получить, и мне два варианта работы с ними дает. Первый вариант, она справа, такое второе окно открыла, и мне просто эти изображения я их мог перелистывать, но я подумал, что это не то. Я написал вариант 2, то есть второй вариант, это как раз когда в таблице я прям нажимаю, и у меня справа открывается изображение. И она в итоге так сделала. В итоге я нажимаю, и открывается изображение. Видите? То есть это она подцепила эти файлы в песочнице там, и они открываются при клике на эту таблицу. То есть я смотрю таблицу, и сразу кликабельные файлы, их сразу могу посмотреть. Это, кстати, на всякий случай от генерации с помощью обученной лора. Эта лора обучена на UI Toolkit была, а эта лора была обучена на ModelScope. То есть, это сравнение делал, почему-то я там их не показал. Но они были у меня в программе сравнения, она чуть не открылась. Не открылась из интернета, опять же, за localhost, да, там, не повезло мне немножко. Но в целом, понимаете, да, то есть она может какие-то такие вещи делать, которые как-то комбинируются. То есть это же не просто таблица, она кликабельная и открывается на моем компьютере какие-то файлы. Она может какие-то изменения туда вносить, может их переименовать, все эти файлы. Я сейчас могу сказать, я переименуй-ка эти все файлы 1, 2, 3, 4, 5, сожми эти файлы. Более того, я могу сказать,
сделай что-то, на что-то потребуется сделать код. Она имеет доступ к Python коду, она сделает программу на Python. С помощью этой программы что-то с этими файлами может сотворить. Например, сделать программу для сжатия файлов в JPEG. Она создаст эту программу, все сама сделает. Я ей просто напишу, сделай, да, вот сожми эти файлы с помощью, там, напиши программу на Python и сожми с помощью, например, FFmpeg все эти изображения, там JPEG с сжатием 80%. Она все это сделает сама, то есть с этой программкой. Потом скажу, сохрани-ка мне эту программку, ну, там же, рядом с этими файлами, чтобы я потом мог просто выбирать путь и зажимать там все подряд. Она это тоже сделает. Короче, она может писать и к Python имеет доступ, соответственно, может код написать, этот код сохраняется, с помощью этого кода будет что-то творить, короче, с этими файлами, с этими программами, которые у вас есть. То есть такая вот агентная система, она не просто как бы с переименованием файлов, да, там, или написание кода, внутрь залезть, там код поменять. То есть может еще дополнительные программы создавать для реализации своих возможностей. Это как вот, ну, типа искусственный интеллект будущего, когда она создает программу, создает сама программа и с помощью этих программ решает задачи. Ну, я думаю, вы понимаете уже немножко, что такое агентная задача, да, точнее, агент вообще, в принципе, LLM-агент. То есть чем он отличается от обычной LLM-ки, это уже дальше. Это LLM-ка с руками. Ну и что у нас еще есть, да, что я еще сделал? Я ей написал, создай мне проект. Смотрите, вот, кстати, разница какая. А если вы, например, напишите, создай мне программку там, да, ну вот какую-то простую, она вам создаст там несколько файлов просто отдельных, там код вам напишет, вы сами берете, это все копируете, вставляете сначала в TXT, там, потом их переименовываете, например, в HTML, либо там еще куда-то, например, в Py, например, чтобы на Python там, да, какой-то код был. И все это вручную собираете в какой-то проектик, там это все делаете с агентной вот такой системой. Она сама все это собирает. Более того, она сама скачает Python. Ну, например, я ей написал задачу, напиши веб-интерфейс, который позволит сравнить два изображения. Слева будет одно изображение, справа другое изображение. Скроллер будет приближать и отдалять изображение синхронно, зажав левую кнопку мыши там, и так далее. Ну, короче, расписал. А сделай это на Python. Python сделает портабельно, я написал. И все. И сделай бат-файл для запуска, чтобы я по красоте просто нажал run bat и запустил, короче, вообще не парился. И она, короче, все сделала это сама до конца. То есть она скачала Python, откуда нашла, который мне подойдет. Этот Python скачала, установила туда нужные библиотеки, написала код, сохранила этот код. Ну, что я вам рассказываю, давайте я вам покажу это все, что она сделала. Вот он, этот код, app.py, она в песочнице все это делает. Нужно было название, может, какое-то другое дать, да, не app, чтобы это называлось, там, ну, название нормальное, приличное это приложение. Вот скачала его, распаковала, это портабельный Python, все библиотеки туда необходимые установила. Сюда она, значит, темплейт пока никакие не добавила, upload у меня пока никаких нет, я изображение не загружал. А вот Python код написала, zip-архив от Python, который портабельный, она оставила. Requirements какой-то написала, он здесь только Flask одна библиотека, но она ее поставила тоже. Setup — это специальная программа, он написал для установки этого всего. Потому что, ну, то есть она может писать программы, которые будут реализовывать какие-то другие программы. Вот написала программу для установки на Python. Вот такую с помощью этой программы установила все это сама. И с помощью run.bat я могу теперь это запустить. Открывается консолька. Здесь я сам щелкаю, могу попросить, чтобы это, наверное, и на автомате открывалось. И получается вот такая штука. Да, вот сравнение, вот такую программу она, короче, на автомате все сделала. Пока я пошел пить чай, она мне это все сделала. Кстати, пример сравнения. Слева это обученная модель на мое лицо на UI Toolkit, а справа 6000-я модель на 6000 шагах. Да, на 6000 шагах вот эта генерация была сделана, про что я говорил, да, это на ModelScope. Шума много, и фон вообще весь рассыпался. Это 6000 шагов, перебор, короче. Он просто перелопатил вообще все. Ну, там и 1000 шагов будет примерно вот такая генерация, плюс-минус. А грид, сетка какая-то, рестарт, все сбросить, то есть скроллер приближает, левая клавиша мыши отдаляет. Все это синхронно, как я и просил. А левое и правое изображение как бы подгружать можно, но она здесь не подгружает. Я просто не стал заморачиваться, честно говоря. Это можно было просить поправить. Вот, но просто хотел вам показать, в принципе, что она может. Дальше вы можете там продолжать с ней общаться, говорить там, давай добьем вот это, давай сделаем загрузку изображений, пока она работает с изображениями из песочницы, которые называются 1000 и 6000. То есть 1000 нижнее подчеркивание root.png и 6000 нижнее подчеркивание root.png. То есть
сюда она пока другой ничего не загрузит. Там вроде бы есть загрузки, но их не принимает. Но это все элементарно сделать. Ей можно написать, давай-ка сделай там, чтобы она выбирала там эти изображения вообще с компьютера, с всего. Вот, чтобы я там мог любые, и даже закидывать, чтобы туда их мог, не обязательно там их выбирать, прям закидывать в одно окно, во второе. Тоже можно это все сделать, и она это сделает, я уверен. Причем это все локальная модель сделана, не вот эта вот там дорогая там, которая за деньги, да, то есть локальная модель. И причем мой с экспертами модель не самая сильная. Вот эта модель с экспертами, если бы я взял там Qwen VL, там Qwen 3.6.27B, это модель более мощная, да. Та еще умнее модель, но даже вот этой модели хватает для работы с экспертами, но она для них и сделана как бы. Поэтому эта модель предпочтительная, я здесь ее использовал как раз таки. Ну, в общем-то, вот такая программка получилась. Здесь она там что-то еще мне написала, но в целом расписал просто, как это все устроено, да, чтобы я понимал, какое у меня окружение, там Python 3.12, 64 бита, 32 мегабайта он там весь, там и так далее. Короче, с ней можно, какие библиотеки установил, Flask там, 3.0 библиотеку, ну и так далее. То есть, как ее запустить, как ей пользоваться, короче, вся информация есть. А в целом вот такая вот штука. Вот Bionic, я надеюсь, что я вам немножко подсказал, да, что такое агентная система для начала, да, для первой такой попытки знакомства. Я думаю, это будет полезно. Обязательно попробуйте Bionic, реально очень крутая штука. Просто попробуйте проникнуться в то, чем она отличается от LLM Studio. Если вам понравилось это видео, поставьте ему лайк, мне будет очень приятно. Также подпишитесь на YouTube и Рутуб канал, чтобы не пропускать новые видео. Заходите на мой Boosty, там приложены подробные инструкции со всеми рабочими процессами и ссылками. И заходите в Telegram-чат, это большой комьюнити для общения, вы можете пообщаться с людьми по интересам. На этом всем удачной генерации, хорошего настроения. Всем пока, увидимся в следующих видео.